Она жалеет о каждом слове. Так ли это? Давай посмотрим вместе. А ты пока подпишись, поделись этим видео. И, конечно же, поставь лайк. И с вами Вика. Настраивайтесь на расклад, мои любимые мальчишки. Давайте смотреть вашу сигнификацию. Кто хочет на личный расклад записаться, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Вы любимчик судьбы, ребят. У вас могли быть такие ситуации, в которых кто-то другой, может быть, даже не выжил бы. Вы как будто родились в рубашке. Были разные истории, не очень хорошие, мы не будем их тормошить. Я думаю, вы сами не очень любите вспоминать эти истории, когда вы, ну реально, как будто вторую жизнь получали. Кто-то чуть ли не воскресал, у кого-то могла быть клиническая смерть, авария, могли утонуть, кто-то, ну еще какие-то тяжелые ситуации попадал. Но сейчас не об этом. Вы любимчик, ребят, и в принципе фортуна всегда будет на вашей стороне. Вы человек такой, знаете, вспыльчивый. Причем вспыльчивым вы стали из-за женщины. Когда-то вы были совершенно другим. А вот когда вам женщина, которую вы любили, либо же даже продолжаете любить, ну так, хорошенько потрепала нервы, с которой вы очень много конфликтовали, были разные перипетии, вот она вам, конечно, подорвала и здоровье, и нервную систему. Но это абсолютно не говорит о том, что вы там такой-сякой нехороший. Нет. Просто жизнь у вас вот как-то с женщинами, ну, не очень везет, да? Либо же не очень везло. Много было конфликтов, хотя вы сами по себе терпеть не можете конфликты, вы стараетесь вот как-то их сглаживать, но порой нервы уже не выдерживают. Почему вы и стали, может быть, более вспыльчивый? Потому что, ну, нервы-то не железные, правда? Вы человек, который, в общем-то, многого добился. Кто-то больше, кто-то меньше. Но, тем не менее, вы всегда, вот знаете, вы настолько умеете и организовать людей, вы умеете быть и оратором, вы умеете и рассказать, объяснить, если кому-то что-то по работе нужно, да. Но в вашей жизни, да, вот при всей вашей порядочности, вот были люди, и это не только женщины, которые вас обманывали, предавали. У кого-то это друзья проиграются, у кого-то, может быть, коллеги, которые пытались как-то подставить, у кого-то другие родственники могут быть. Поэтому, в общем-то, хлебнуть вам пришлось. Мы не будем это ворошить, вы сами знаете, у каждого своя история. Давайте-ка сделаем маленький опрос, ребят. Вот от кого у вас было самое большое, наверное, предательство? Ну, либо же какой-то обман, подстава. Вот от кого? От женщин, от друга, там, либо еще от кого. Напишите в комментариях, если такого не было, ну так и пишите, что не было ничего серьезного, никакого обмана, такого предательства. Так, что еще нужно знать? Вы человек такой очень любвеобильный. Ну, однозначно, израненное сердечко. У кого-то из вас могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Кто-то из вас, может быть, планирует, либо недавно выписался из больницы, либо планируете подлечиться, обследоваться, да? Может быть, даже кто-то сейчас находится из-за женщины в очень печальном настроении и состоянии. Но опять же, это скорее будет у тех, кто недавно разошелся. Женщина, которая сделала еще и магию на вас. Ребят, из расклада в расклад. Мне это уже совсем даже не нравится. Обращайте внимание на разные симптомы. На черную полосу, на неудачи в личной жизни. Я уже это миллион раз говорила, но для новых зрителей говорю это постоянно. Если идут постоянные неудачи там в работе, с женщинами не получается, по здоровью, у всех по-разному. Ну, лучше запишитесь на диагностику, если нужно, почистимся, и будет вам счастье. Потому что вот ваше такое состояние у многих может проиграться именно из-за магии. Есть среди вас и также те, которые не отпустили прошлое. Вот все-таки живете прошлым. Но сюда я бы отнесла еще и вдовцов. Есть среди вас и вдовцы, которые потеряли действительно по-настоящему любимую женщину.
Здесь вы можете и часто ходить на кладбище, вы можете и часто думать, вот вспоминать, пересматривать фотографии. Возможно, даже у кого-то после того, как вы потеряли вот именно на небеса, когда ушла ваша любимая женщина, ну как будто смысл жизни вы потеряли. Здесь очень и очень большие переживания. Поэтому, да, как-то вот невезуха, ребят. Вот мне постоянно показывает, что вот ну невезуха, невезуха в личной жизни. Давайте-ка смотреть от тех, которые все-таки просто разошлись, да, это скорее сегодня не для вдовцов будет расклад. Жалеет ли женщина о каждом слове, да? Какая женщина пришла к нам сегодня на расклад? Давайте немножко разберемся. Ой, но она тоже огненная, она тоже вспыльчивая, она может быстро вспылить и быстро погаснуть, но дел уже наделает, она могла наговорить гадостей. Она не думает о последствиях, кому она что говорит, да, вот ее прет, распирает ее вот энергия. Она может быть неплохая любовница. Она, между прочим, может быть даже и большая любительница интима, потому здесь и проигрывается измена, да, вот как будто ей не хватало, все мало, либо же какого-то разнообразия, либо количества. Вот женщина – огонь во всех смыслах этого слова. Она такая, знаете, и вашим, и нашим, но это то, что вы как раз не любите. Когда ей что-то нужно от человека, она могла быть белая, пушистая. Когда человек не входит в ее планы, и когда она понимает, что ничего поймать нельзя, она, в общем-то, особо не будет церемониться ни со словами, она не будет общаться особо с людьми, которые ей невыгодны. В общем-то, от нее вы тоже натерпелись, потому что, ну, я думаю, туда ближе к концу уже вашего общения, да, вот жизни вашей совместной. Ну, я думаю, она не подбирала слова и выражения, когда с вами общалась. Здесь были грандиозные конфликты. Здесь были такие унижения, оскорбления, о которых, может быть, даже вы до сих пор вспоминаете с ужасом и хотите забыть эту женщину как кошмарный сон. Знаете, как будто человек кардинально поменялся. Вот поначалу она была такая няшечка, белая, пушистая, вот когда вы там знакомились, начало, может быть, семейной жизни, начало отношений, человек кардинально поменялся. Возможно, даже кто-то из вас и задумывался, вот как будто на нее порчу навели, да, вот какая-то она такая странная, она стала другая. Так, боже, карты склеились. Сейчас мы их расклеим. Ну вот, в принципе, смотрите, у кого-то, ребят, из вас, вернее, из ваших бывших женщин, 100% либо сам занимался магией, либо же ходили к каким-то ведьмам, колдунам. Поэтому еще раз я вам говорю, акцент, кому плохо, обращайтесь на диагностику. Ваша женщина, ну, которая, да, вот сейчас пришла к нам на расклад, большая любительница красивой жизни, комфорта, всегда ей хотелось иметь мужчину обеспеченного, чтобы она могла шиковать и могла жить так, как ей хочется. Ну, в общем, чтобы ее кружили со всех сторон. У нее не очень хорошее окружение. Кто-то входит в ее окружение, либо же это какие-то там подружки, приятельницы, у кого-то мама может проиграться, которая вот как будто с пути ее сбивает, нашептывает разные свои глупые советы, а она порой их слушает. Тоже это может у кого-то из вас проиграться. Давайте смотреть, жалеет ли она о каждом слове, потому что слово на ох, как много гадостей вам наговорила, может быть при расставании, может быть в процессе каких-то просто очередных конфликтов. Жалеет ли она? Конечно, жалеет, потому что когда-то всем управляли вы, да, ну как мужчина. Вы были добытчиком, вы кружили, вы даже поваром были, да, все вот эти вот ужины при свечах, завтраки в постель, да, кто, ну, однозначно мне показано, что есть среди вас потрясающие кулинары.
вы многое держали в своих руках, да. Возможно, вот здесь даже будет ситуация, которая бывает часто в семьях, когда женщина банально не умеет за квартиру даже заплатить, да, потому что все делал мужчина. Поэтому вот подобная ситуация, когда делали все вы, а она как бабочка порхала, она пользовалась, да, слушала глупые чужие советы, ну и случилось то, что случилось. Она жалеет, потому что я не вижу у нее сейчас мужчины, который мог бы хотя бы как-то с вами конкурировать. Э, Мужчины, которые были в ее жизни, вот ни один до вас не дорос. Она это понимает. Мужчины, с которыми она периодически, да, вот прыгает по жезлам, у кого-то может проиграться, что она просто в отношениях периодически бывает, да, ну такие своего рода кастинги проводит. Но они не давали то, что давали вы. С вами она чувствовала себя нужной, защищенной, любимой. Она никогда не думала, что ваши отношения распадутся. Здесь была настолько такая большая уверенность, что вы будете терпеть все до конца жизни, что вот вы любите, значит, вы будете прощать. Она может все вытворять и кружиться, как бабочка порхать, где ей хочется. Никогда она бы не подумала, что вы с ней расстанетесь. Знаете, есть у кого-то из вас женщина, но это особый, наверное, такой контингент, я даже не знаю, как ее назвать. Но это скорее будет у некоторых, да. Женщина, которая, да, жалеть-то она жалеет о том, что она сказала, но она настолько с такой, знаете, гнилой, негативный человек сама по себе. Она жалеет вот единственно о том, что у нее теперь нет такого спонсора, нет комфорта, никто ее так не кружит, как вы. И настолько вот она как-то обозлилась еще на вас, потому что вы не попытались сохранить семью, либо же вы не попытались вернуться, да, вернуть отношения вот в таком ключе. Потому что она-то знала, что вы ее любили. А вы вот отрезали и все. Для вас это неприемлемо измены, вранье и так далее. И она настолько на вас злится. Она злится на себя. Она жалеет о словах, да, потому что она потеряла весь комфорт и все, что у нее было. Но и в то же время злится ужасно на вас. И причем у кого-то, ребят, могут быть даже, ну, такие дамы, которые желают вам, ну, самого худшего, скажем так. Я уже пытаюсь мягко подбирать слова, потому что для меня это ужас, конечно, ужасный. И не буду говорить, что это прям проклятие, хотя у кого-то, ребят, могут ваши бывшие мадамы могут даже сыпать в ваш адрес проклятие. Это тоже может быть. Почему я опять-таки говорю и делаю акцент на магии. Вот обращайте внимание на магию. Я думаю, каждый знает свою прежнюю женщину, знаете ее способности, да, либо же догадывались, может она проклинать, может ли она что-то делать магического характера, да, вот подумайте, тем более, если у вас какие-то проблемы в жизни. Поэтому здесь такой человек, знаете, вот у нее жизнь не заладилась без вас. Но я не говорю, что она прям совсем бедная, несчастная, но вот все как-то пошло не по плану. Все пошло совершенно не так. Никто ее не любит и не кружит так, как это делали вы. Хотя я не скажу, что, в принципе, и у вас не было косяков, да? Вы каждый понимаете свой косяк. Каждый. Но не бывает идеальных людей, правда, ребят? Поэтому есть обозленная дамочка у кого-то очень сильно. Ну, опять-таки мне показано, те же карты. Очень не хочет, чтобы у вас появилась новая женщина. Ужасно вас ревнует. Еще даже у кого-то из вас может проиграться, что бывшая проявится, ну, через какой-то период, с тем, чтобы либо попытаться наладить отношения, потому что жизнь у нее рушится. И здесь могут ситуация безденежья, ситуация долгов. Она могла слишком много денежек растратить, а жить теперь как бы кушать не за что, да?
Поэтому не удивляйтесь, если она появится с какими-то намеками, предложениями. Ну, вы единственный, который так суперски когда-то к ней относился, поэтому пусть вас это не удивляет. Она будет пытаться вот делать все, что в ее силах. Если вы тем более где-то недалеко живете, если у вас общие друзья, там приятели, да, но если вы где-то рядом, может быть, обитаете, она будет пытаться всячески вот с вами искать контакт. Если вы не пойдете на этот контакт, она будет наоборот пытаться тогда вас очернить, понимаете? Ну, у нее такой шторм внутри будет, ее, ну, реально будет так штормить, потому что если вы опять же дадите ей отворот-поворот, ей будет это довольно сложно пережить. Для нее это будет такое унижение, оскорбление, да, как это вы ее такую распрекрасную, да, заблокируете, да, захлопните дверь, там, либо еще что-то. Поэтому жалеть-то она жалеет, но она-то не изменилась. Вот в чем загвоздка. Потому что на первый взгляд, да, может казаться, вот она жалеет, она хочет все вернуть, потому что она любит. Она хочет вернуть комфорт, свой комфорт, свои какие-то материальные блага, которые были. Но она не думает, что вы больше не в силах, вы просто не в тех, в моральных, вы не в силах больше ей давать то, что она хочет. Потому что слишком много было сделано, сказано плохого. И как бы вы даже, ну да, можно поиграть роль, но это актерство очень быстро закончится. Я думаю, вы не пойдете ни на какие актерские курсы, да, ребят? Вы не будете ей угождать, вы не будете пытаться что-то склеивать, потому что для вас предательство, ну, это хуже некуда. Поэтому вот такие дела, ребятушки. Как правило, когда бывшие, это маленький, может быть, лайфхак, совет, как хотите, когда бывшие появляются, спустя длительное время, да, и начинает рассказывать сказочки, что вот люблю, не могу, там никто кроме тебя не нужен, я все поняла и так далее. Ну, как правило, это говорит об одном, что она никому не нужна, что достойного мужчины нет, никто ее не кружит, и, в общем-то, это несчастный человек. Поэтому делайте выводы, будьте бдительны. Жалеть-то можно о словах, но и жалеть о красивой жизни, которая, может быть, когда-то была. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!